Пойдем. Всем привет! Сегодня, как и обещала, у нас рум-тур или балкон-тур. Я хочу вам показать свой балкон. Он настолько крутой, что ко мне даже приезжал Первый канал его снимать. Это типа моя мастерская. Вся мебель, которая здесь находится, досталась мне с нашего шоурума. Вот там у меня сзади есть ящички, когда-то в них хранились купальники, но теперь здесь, вот у меня так под секом все написано: золочение, масло, акрил. Здесь у меня лежат какие-то материалы. Вот здесь у меня лежит масло. Мои самые любимые бренды — это Маймеры, Ван Гог. И еще мне мастер-класс нравится, у них классные цвета очень. Вот акрил. Liquitex, просто обожаю, у них потрясающая текстура. У меня есть несколько серий. Есть маркеры, есть спреи, есть медиумы для ткани. Ну, еще есть Амстердам. Liquitex круче. Здесь у меня лежат медиумы. А там внизу у меня большие ящики с бумагами. Нужно 5 лет хранить бухгалтерию бизнеса, поэтому она хранится здесь на балконе. Вот. Здесь у меня лежат маркеры. Эту штуку я сама позолотила. В принципе, я люблю золотить все вещи в доме. Это самый крутой крем. Я использую, когда рисую маслом и акрилом. Я ненавижу работать в перчатках, а вот это эффект шелковых перчаток на руках создает. Потом, если заляпался краска, очень легко вытереть руки. Ну и кожа приятно становится. Здесь у меня лежит Прономат Эко. Пожалуйста, не пишите мне в комментариях, что есть более дешевые аналоги, я вас забаню. Не хочу обсуждать эту тему, он крутой. Это для любителей острых ощущений. Вообще, ко мне сюда приходят иногда друзья, мы пьем чай, вот, чайные чашечки, иногда вино. Вот моя картина. Здесь у меня хранятся чистые холсты, сзади чистые холсты. Здесь есть крутая книга «Шанель для вдохновения», стоила на 5000 рублей, очень крутая. Самое главное, вот стол. Его я тоже сделала сама. Правда, он немножко пожелтел. Я нарушила технологию эпоксидной смолы. Вообще он должен быть вот такой же беленький, как в этом кусочке. Но у меня все пожелтело. Мне кажется, от этого он стал еще атмосфернее. Вот эта стена, это раньше была ширма в шоуруме, за ней мы прятали коробки с купальниками, теперь я ее использую, чтобы не запачкать стены на балконе. Это какие-то мои наброски на курсе, которые вы поняли, которые что. Это памятка. Вселенная, я позабочусь о количестве, а ты о качестве. Если вы читали книгу «Путь художника», то вы поймете, о чем речь. Здесь у меня хранятся эскизы для будущих картин, зарисовки, книги, блокноты. Здесь книжка по рисованию, которой я часто пользуюсь. Путь художника, конечно же. Здесь у меня вот здесь у меня этюдник, цветы, там планшет лежит. Здесь у меня лежат блокноты для акварели и для масла, скетчбуки. Вот такие тут у меня быстрые зарисовки. Сейчас что-нибудь полистаю. Котятки. Вообще очень классный скетчбук. Это Скетч. Мне очень нравится. Ну, тут акварельные еще есть. Вот у меня есть классный чехол для кистей. Правда, пока у меня мало кистей. Если вы не знаете, что мне подарить, можете подарить мне кисти, потому что у меня их очень мало. Я пока им не пользуюсь. Но он очень красивый. Я представляю себя в полях Прованса, где я его раскладываю, такая рисуюсь. Смотрите, у меня еще есть очень огромный скетчбук. Нет, это как же это называется? Склейка. Альбом склейка. Это где листочки выдергиваются. Вот, еще у меня есть красивый чехол для карандашей.
Я вообще люблю все очень красивое. Это я люблю так в Боннер ходить с таким чехлом. Тут гуашевые краски. Баночка для водички. Это тоже вырежу. Это книга, которую я выиграла на артсвалке. Ну, то есть была такая штука, я ее вскрыла, там сюрприз и английский. В общем, ничего особо интересного. Так, мой белоснежный стол. Вот, человечек. Вот эту потрясающую кружку я вчера взяла себе на артсвалке. Очень красивая, космически. Пожалела, что все не забрала. Это для ароматерапии. Из Индии мы привозили. Здесь хранятся аромапалочки. Ну, где-то лежали когда-то здесь. Палитра красивая для акварели. Череп. Он был белый, но... Короче, мне на курсе нужно было купить череп для практики анатомического рисунка, но он слишком жуткий, я его позолотила. Вот. Теперь он красавчик. Надо придумать ему имя. Здесь у меня Пало Санта, по-моему, так называется, какое-то индейское дерево, по-моему, акварелька, кисточки крутые для акварели от Юлии Барминовой и ручки. Бокал для вина. Вот. Это моя стоечка для медитации. Здесь свечки, которые мне дарили друзья. Много кисточек. Мне очень нравится, даже поближе, то, что у меня все кисточки окрашены в разный цвет. Они тут еще атмосфернее. Покажи поближе. Адский мастихин. И кисть-плетка. Красивый, да? Вот такая есть. Так. Вот еще классная памятка у меня висит. Искусство. Нужно время, чтобы созреть, потому что, знаете, бывает, нарисуешь картину, и кажется, что она такая ужасная, и хочется ее уничтожить. Но я, когда смотрю на это, оставляю картину лежать некоторое время, потом она начинает мне нравиться. Ящики и... Раз, два, три. Ну, здесь, в принципе, ничего интересного такого. Вот я сюда скидываю стружку от карандашей, когда их стригу. Вот еще один мастихин. Это, короче, это закладки для книг я приклеиваю. Прикольные. Здесь у меня еще лежит копировальная бумага, всякие скидки в красный карандаш, какие-то открытки, памятки. Тоже рекомендую себе делать. Это мои такие чек-листы в конце дня. Я проверяю себе, сделала ли я что-то для этого. Вот. Мышка когда-то Денис подарил мне. Я очень просила, но я ей не пользуюсь. Она просто красивая. Акварелька. Прилог, чтобы измерять что-то. Это я забрала себе, когда работала в банке. Мой походный пенал. Я уже 1000 раз показывала, что у меня есть вот такие классные удлинители карандашей, но я еще раз покажу. Я их покупала в красном карандаше. Это Дервент. Когда у вас короткий карандашик становится, вы его сюда вставляете. Им снова удобно рисовать. А еще у меня есть электростертка. Электростертка. Смотрите. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Рисуешь, рисуешь, рисуешь. Потом берешь вот этот электропластик и стираешь. У них еще есть электроточилка, но я ее потом побольше куплю. Чувствую себя Тони Старком в мире искусства. Так, здесь у меня хранится яичная скорлупка. Не попали. Это баночка тушь, наверное, это называется, чтобы каллиграфией заниматься. Прищепки. У меня просто всякая разная канцелярия хранится. Нижний ящик. Здесь у меня лежат палитра. Видно, да? Одноразовая палитра. Стаканчики. Мне очень нравится, когда они с такими потеками. Красиво. Лак для подали. Акрил. Ну, тут тоже всякие лаки, да, масло, акрила. Ретушные лаки. Вот еще есть кистемойка. О, как-то близко подошел. И открываем
Вот этот ящик. Здесь у меня лежит моя, как это, мерч, брендовая продукция, что это? В общем, это мое, то, что я сделала. Знаешь, это по-одежда. Хорошо. Вот еще наклейки, которые мы делали для магазина Блаты. Скотч для ароматерапии, огонек. Подожди. Огонек не найдется. Не работает? Ну, закончился. Скотч, вот. Еще у меня здесь сбоку, опять же, с ящиков из-под купальников шоурума есть... Когда я говорю, надо меня снимать. У меня здесь есть штука из купальников, ящики, короче, такие же можно купить в Икее, если хотите. Здесь у меня лежат скетчбуки, здесь сверху какие-то исписанные, не исписанные. Мне нравится разные скетчбуки использовать под настроение. Здесь у меня обнаженка в черном скетчбуке. Здесь у меня, по-моему, какие-то для экзаменов работы. Там у меня для одежды эскизы здесь. Вот. Здесь у меня лежат относительно новые скетчбуки. Вот, да, посмотри. Меня очень прикалывает рисовать на цветных листочках. Это красиво и фотогенично. Здесь у меня ящик для арт-терапии. Здесь рисунки для медитации с клиентами. Шкатулочка секретная, которую могут увидеть только клиенты, которые приходят к мне на арт-терапию. Кстати, арт-терапию я провожу здесь. У меня уже здесь были гости. Всем очень нравится. Все атмосферно. Чай, медитация, музыка. Спасибо, что меня снова снимаешь. Здесь у меня краски декола для росписи по ткани. Вообще я больше люблю рисовать ликитексом. Но этим тоже можно пользоваться, если вы еще не заработали на ликитекс. Здесь у меня тряпочки и аромапалочки. Вот, аромапалочки, очень много аромапалочек. И тряпочки. Вообще у меня их очень много, потому что когда-то я занималась производством купальников, и у меня остались сотни метров ткани, я их режу и пользуюсь ими, когда рисую маслом и акрилом. Некоторые пользуются салфетками, но я ненавижу пользоваться салфетками, они меня бесят. Вот еще здесь у меня есть влажные салфетки и фартуки, 3 фартука есть, так что можно втроем здесь рисовать. Вот. Вот это моя одна из моих первых работ. Это я рисовала на мастер-классе у Ани Эгоисты. Очень, она мне дорога как воспоминание. Это картина «Медитация» была. Тогда я поняла, что процесс важнее результата. Ани, можно сказать, предопределила всю мою судьбу в творчестве. Отражение. Угу. На балконе мы закончили, и бонусом я вам покажу нашу прекрасную квартиру. Она такая серая, такая классная. Но мы быстренько пробежимся. Это бонус. За это лайк мне, пожалуйста. И колокольчик, как любите, не говорить. Вот, это наша серая спальня. Она такая серая, как мы любим, как наша кошка. Тут мы вечером зажигаем огонечки, огромный белый шкаф, крутая подсветка. Это картина с арт-медитации. Здесь у меня какие-то книги. Парфюм с Парижа. Коридор. Типа эко-стиль. Вот эту штуку мы купили в Икее. Здесь у нас хранятся книги, БАДы, косметика, сумки. Зимой здесь хранились еще мои арт-материалы, мои картины. Кухня с панорамным видом. Здесь можно устраивать бал, танцевать. Вечером здесь красивый закат в том пространстве. Это такая тоже рабочая зона, кухня и тигр. Идем дальше. Здесь туалет, но я его не буду показывать. Туалет как туалет, тоже красивый. Все как мы любим. Из Парижа. Упс. Ванна, уголочек, без подробностей. И еще одна комната с черными стенами, с красивой люстрой. Вот. Моя картина. Еще одна моя картина. Вот тут еще картина. Там еще один балкон. Он такой больше чиллаут зона. Почему ты не снимаешь, когда я говорю? И вот, на этом мы закончим. Это Елизавета. Дворовая
киска. В общем, если вам понравилось это видео, надеюсь, что оно вам понравилось, поставьте лайк. Но если не понравилось, можете поставить дизлайк. Я вообще равнодушна. Вот. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ну и напишите в комментариях, может, что-то еще надо вам показать, снять. Все. Чао.